Добрый день, друзья! Сегодня я покажу вам, как вязать вот такой браслет. Вроде бы что тут сложного, обычные соединительные столбики, но даже у такой вещи есть небольшие хитрости, которыми я хочу поделиться. Итак, этот браслет, он связан из трикотажной пряжи с соединительными столбиками. Но у этого браслета есть также особенности. Вот место стыка начала ряда и место стыка конца. То есть как делать эти стыки, я сейчас покажу, и вы сможете потом исполнить такой же браслет. У меня вот такая вот трикотажная пряжа оранжевого цвета. Небольшой кусочек, я думаю, мне его хватит. Вязание такого браслета начинается с вязания цепочки воздушных петель. Как я делаю цепочку из воздушных петель? Я не делаю первую петлю с узлом, я считаю это лишним, никогда так не делала и сейчас тоже не буду. То есть я просто зажимаю нитку между большим и средним пальцем, одеваю ее на указательный, вставляю крючок и перекрещиваю его и протягиваю петлю. Таким образом у меня получилась первая петля, и ее я считаю первой петлей. Это не узел, я ее не затягиваю. Свяжу еще таких 19. Вы можете вязать ту длину, которая нужна вам. Мне кажется, мне вот этого хватит. Следующее действие. Нам нужно замкнуть эту цепочку в кольцо. Но для того, чтобы не образовалась шва, как всегда, нужно использовать некоторые особые приемы. Я буду замыкать одним из способов, которые я уже показывала на видео, а именно способом с протягиванием нити. Это один из самых долгих способов, но клубок небольшой, но при этом получится самое красивое соединение. Абсолютно незаметно. Как я это делаю? Для начала вытягиваю нить из последней петли цепочки из воздушных петель. Вытягиваю ее до самого конца. Нить вытяну. Дальше, вот у меня есть первая петля, а есть вторая. Я протягиваю во вторую петлю, вставляю крючок, цепляю нитку, протягиваю опять-таки всю. Вы видели, у меня небольшой клубочек. Это мне несложно сделать совершенно. И протяну третий раз, опять же, последнюю петлю, которая вот здесь вот осталась. Таким образом замкну вязание, и количество петель у меня станет на одну меньше, чем я набрала. Почему? Потому что первую петлю я пропустила. Сейчас я ее очень легко распущу. Она мне не будет мешать. Вот, смотрите, я ее распускаю вот таким вот движением. И вот этот хвостик, оставшийся от нее, я пока протяну опять в первую петлю, для того, чтобы здесь тоже образовалась перемычка. Дальше все вязание происходит соединительными столбиками. Сейчас я покажу, как они делаются. Крючок вставляется в первую перемычку и протягивается одна петля. С этой петлей мы ничего не делаем. Крючок вставляется во вторую перемычку и протягивается еще одна петля. И теперь, используя полученную петлю, мы протягиваем ее в первую петлю. Точно так же поступаем со следующей петлей. Крючок в перемычку, протягиваем одну петлю и эту же петлю протягиваем в ту петлю, которая у нас была на крючке. Вот у нас петля на крючке. Вот мы делаем еще петлю и протягиваем ее. Так вяжется ряд до конца, и вязание будет происходить по спирали. Просто во втором ряду у нас уже не будет этих перемычек. Я перейду на вязание соединительными столбиками за
заднюю будет или дальнюю полупетлю. Сейчас я довяжу до конца ряда и просто чуть-чуть изменю место вкалывания крючка, назовем это так. То есть браслет вяжется по спирали на ту толщину, которая нужна вам. Можете хоть 2 ряда сделать, хоть 4, хоть 10. Вот, вязка довольно плотная получается. Вот видите, он просто сам по себе стоит. Даже вот так держится, да, колесиком. Я подхожу к концу ряда и перейду сейчас на вязание второго ряда. Второй ряд будет вязаться вот за эту полупетлю. Это дальняя полупетля. Теми же самыми соединительными столбиками. Вот я подхожу к концу вязания, я провязала 4 ряда. Сейчас вяжу последнюю петлю. Нить опять вытаскиваю, протягиваю ее через петли, для того, чтобы замкнуть косичку. С изнаночной стороны проделываю то же самое. Здесь еще стараюсь подхватить перемычку, потому что нить должна выйти именно здесь. Подтягиваю, поправляю. Дальше любуюсь ровными стыками.